Так, всем привет на нашем семейном влоге выходного дня. Я его начинаю, правда, в пятницу, потому что на субботу вылетает, как бы с семейного понимания, так как Ольга в субботу дежурит. Я возьму детей в субботу, съезжу на праздник. Детский день рождения нас пригласили, снимать не буду, потому что там будут другие люди, другие дети и все тому подобное. Поэтому начну влог сегодня. И с чего я его хочу начать? Во-первых, это кофе. Во-вторых, нам надо сегодня сдать бутылки, сходить. Вот за это я получу деньги, а это на выброс. Так что цели обозначены, начнем их выполнять. Так, Германия очень щепетильно относится к выбросу мусора, его разделяют на биопластик и бумагу. Также тут даже для стекла, для бутылок, которые нельзя сдать, есть отдельные контейнеры для коричневого стекла, для белого и для зеленого. Так, наступила суббота, мелкая еще спит, малой уже встал, жена ушла уже на динст. Так, я сейчас загружу посудомоечную машину. Ух, и начнется суббота. Малой уже вовсю там требует кашу, так что надо по-быстрому приготовить. 2 года, вот почти 2 года будет в январе, я готовлю каждое утро вот одну и ту же самую кашу. Не едят ничего другого. Вот черт его знает, как оно такое вообще может быть. Овсянка, 3,5% молоко. И без разницы, выходные это. Пытались хлопьями, хлопья поедят через 10 минут опять. А покушать. На 2 минуты в микроволновку. Маслица. Сейчас пару минут постоит, нутелка добавится. И все, вот и вся каша. Ровно каждый день. Ну все, каша готова. Так, сегодня такая великолепная погода. Поедем погрилем. Но я получил интересное письмо. Перерасчет за воду и отопление за 2020 год. И, не может же быть так все хорошо, что так классно, хорошее настроение. Читаем. В итоге мы должны 990 евро и 96 центов. И оплатить мы это должны в течение 4 недель. 990 евро. Вот. Немного вот порадовала эта новость, аж прям ах. В общем, откуда эта сумма, чтобы вы понимали? Смотрите, наш тариф в год мы платили 1740 евро, а потратили на 2730. Перерасходовали, поэтому вот и 990 евро. Это чтобы так понимали, сколько в среднем в год выходит это отопление вместе с водой. Ладно, едем мы пока на день рождения. Потом уже вечером надо приехать приготовить и жену потом с работы забрать. Сегодня выходных у них дежурство по 12 часов, когда будние дни, то по 24 часа. Вот, может и кусануть аккуратней. Они тебя сейчас съедят. Топори людоеду. Так, вкратце сейчас расскажу о месте, куда мы пришли. Вот в итоге такое место для гриля. Дима, сколько это стоит снять в сутки? Ну вот на день, 10 евро. 10 евро ты платишь, все, на целый день, вот, пожалуйста, вам зонтик, столы, гриль, как гриль, это мангалы, знаете? Мангалы, тачка сколько стоит? Аренда 10, залог оставляешь 20 евро. 20 евро, но вам его возвращают. Евро короче, 19 евро с 20 возвратят, чтобы вот довести здесь, потому что от входа довольно-таки так, нормально, прилично идти. Все, целый день здесь, пожалуйста. Детям там вон уже нафиг каштаны сбивают палками. Орехи, да. Орехи, то есть. Короче, огромный-огромный парк. Пожалуйста, ходи там на животных, смотри, 3-10. Так, вот и наступило воскресенье. Вчера великолепно провели время. Оксана, если смотришь твой маринад для мяса, вчера был винный, просто это сказка. Я наелся, вот просто вчера шашлык уничтожал. Не в себя, ел я стоя. Кстати, хочешь быть большим и смелым, ешь один в темноте. И чтобы съесть еще больше, это надо делать стоя. Больше вмещается. Также потом вчера забрал жену. Покормил ее тоже любезно предоставленным шашлыком от Оксаны. И сегодня сейчас у нас... Что у нас? Кофе. Уже во мне. Детям каша. Немножко убраться, погулять. Так, решили мы прогуляться. У нас сегодня ярмарка, фломаркт. Заодно сейчас у жены спросим, как ты отреагировала на доплату по воде 990 евро. Я ожидала, но я думала, что это будет
до 500. Да, вот. Ну, как оказалось, это же не только за воду, но еще и за отопление. Да, это вода, отопление, все вместе. У нас Это большая, и я просто вспоминаю предыдущий год, я как раз зимой готовилась и осенью готовилась к экзамену. И ты в ванной просто плавала по 2 часа. Я помню это, да. Когда ты просто сидишь без конца в одной комнате, не шевелишься, ты просто мерзнешь. Я включала постоянно отопление. Ну, вот так вот. Жена, короче, ну... Да, а еще мы на тот момент не знали, как это, в принципе, правильно использовать. То есть мы так жарко отключили, холодно включили. А вообще... Нет, у нас была другая система. Мы включали батареи, и типа, чтобы было прохладнее, мы не выключали батареи, мы открывали окна. Не прохладнее, чтобы было чем дышать. Ну да, потому что батареи, когда там нормально топят... Я не могла в условиях гипоксии заниматься. Они жгут просто кислород кошмарный, реально. Я вот не могу, когда батарея включена, не могу дышать. Я не замечала этого в Беларуси, я не замечала этого в Беларуси. Но здесь, я не знаю, здесь включена батарея, и просто нечем дышать. Да, реально, она выжигает кислород как-то. Просто болеть начинает голова. Я так еще понимаю, у нас система, наверное, не совсем адекватная, потому что у нас, ну, батарею ты регулируешь сам. И там система какая? Она или горит жестко, что просто вот выжигает кислород. Я иногда, когда вот дети там включают батарею, я захожу в квартиру с улицы, я уже чувствую, что где-то батарея работает, потому что, ну, мне тяжело дышать уже. Я иду и вот по ощущениям нахожу эту комнату, там ее отключаю. Или же она еле-еле теплая, что толку нету. Может быть, у нас как старые термостаты, может быть, что-то еще, потому что у нас, ну, реально дом старый, и делали восстановление этого дома лет 20 назад, как сказали соседи. Поэтому, думаю... В принципе, как учат немцы, как использовать правильно отопление. Надо не включать его. Отключать по требованию. А надо его включать, ну, например, на какие-то минимальные цифры. Да, чтобы оно грело там по чуть-чуть, и все. Чтобы оно немножко грело, потому что, когда ты отключаешь и заново включаешь, очень большое потребление тепла этого, и да, там подогревается вода. Вот, да, как-то система это запускается и становится очень дорого. Так, ладно, короче, в общем, мы расстроены. Ну, не сильно. Так что да, все это можно пережить. Бывало и хуже, да, и так что это не самая большая беда в этой жизни. Так что сейчас идем вот довольные все и пойдем прогуляемся на эту ярмарку. Мы уже, кстати, ходили, были на этих ярмарках. Вам я показывал, там первый раз было интересно, сейчас как-то все. Но сегодня воскресенье, надо пройтись, подышать воздухом, нагулять аппетит, а потом займемся сегодня по традиции, наверное, мы ничего покупать не будем, потому что мы уже перепробовали все китайские супы наших 2-3, ну тут без разницы сколько китайских ресторанов, они все одинаково готовят все. Страны разные, супы одинаковые. Да, супы одинаковые, так что приготовим мы, наверное, сегодня дома сами, а сейчас пока пройдемся все-таки посмотрим, что там. Ну и погода сегодня как бы располагает к прогулке, не совсем тепло, но нету ветра, и это очень круто. Людям, просто которым некуда деть хлам, вот у нас он лежит на балконах всегда, у нормальных людей там в России, Беларуси, в странах СНГ, а здесь вот у тебя есть право приехать и этот хлам продавать все время, без каких-либо проблем, без там налогообложения, без кассы, просто ты приехал и продаешь. Сейчас узнаем. Да, вход платный. У тебя есть 2 евро. Как всегда, из своего кармана достану. Ну, у меня-то пока денег нету. Данке. Типа талоны какие-то выдают. О, смотри, фотоаппарат, что ты хотела. А, это Pentax. Wie viel kostet diese Kamera? 25. Ну вот мы именно ищем такую для поставить, чтобы на полочке стояла. Ага. Для декора. Для декора, может, слушай. Und diese wie viel? 10. 10? 2. Попробуем за 30. Так, ну слушай, а ты денежку брала с собой? Только не... О. Беда в том, что у меня 25. У меня еще 5 свою уже, ладно, доложу.
В общем, камера, вот да, мы хотели как для декора взять вот такие камеры поставить, вот за 30 евро. Мы хотели чайник найти. Я слышу какой-то шум и все, не больше. Поэтому вот интересная камера. Пошлите дальше смотреть, искать, тогда займемся покупкой камеры сегодня. Так, Сонь, давай ничего руками не трогай, потому что я не хочу платить за это. Ну, я и так-то платить за это не буду. С меня денег не востребуют. Да. О, какие лампочки, посмотри, класс. Такие пластиночки. Я теперь за 2 евро каждую вещь перецапаю. Вот по 2 евро и все, что дома плохо лежало. Да. Слушай, нам надо съездить в Беларусь, а я там тебе бесплатно найду это вот. К любой из бабушек зайдешь. Мне в Беларуси чайник не нравится. Ой. Die kostet 8. Ага. 8,6. Нам не хватит, у нас 25. Так что все, пошли искать дальше. Лазеры старые. Вау! А нет, это фонарик. Я думал, лазеры. Ты, кстати, очень много старых часов заметила вот на стенах. На стенах, настольных, вот этих старых. О боже мой, куклы из фильмов ужасов? Нет, не надо это покупать. Мам, ты же знаешь, что я таких кукол боюсь. Соня кукол. Мам, ну эти старые куклы такие страшные. В фильмах Если- ржала, когда, знаете, некоторые говорят, что они боятся клоунов. Ну да. Так вот оказалось, что Соня боится кукол. Не, ну эти так неплохо выглядят. Они, да, если честно, они хорошо выглядят. Но если бы вот это... Камеры. Блин, ценники такие интересные, как в магазине. 38, что не 30 или не 40. Я там посмотрел половину у них вот этих ведерок. Внутри это короче, как с Амазона состаренное. Ценники просто посрывали и продают как, ну такой, блин, фуфел, короче, полный. Вообще прикольно. Кофемолка, да? Вставь скорее. Ну тут такое Липко. барахло все Ты чисто. прям вообще. Ну вот только как декор, все, не больше. Фон какой-то, фуфлом. Так, а что здесь может быть? Так, ну что, пошли дальше.
Так, Соня, руками, пожалуйста, не трогать, просили У уже. моей бабушки столько стеклянных игрушек осталось, и это все в Беларуси. к сожалению. Ну вот я тебе говорю, возможности сюда все перевезти, потом вот так вот выходить продавать. Это же бабушкины. Ну, так вот тут тоже бабушкины и продают, я думаю. Это ГДР сайт. Больше. Das ist sehr teuer. Also so ein, zum Beispiel so eine Glocke Ага. kostet 4 Euro. Ага. Ja? Die kosten 2 Euro jeweils das Stück. Да, gefällt mir. Die, genau, die kosten 5 Euro. Да, тут еще и шарить во всем этом надо. Стоит ли оно вот 4 евро за этот шарик? Мне кажется, нет. За коробку, да, 4 евро, и перепродать ее через там 10-15 лет за 10 евро, ни больше, ни меньше. А, это все как лампы Я сделано. понятно, я увидела. Прикольно. А вот это Ага. О, зачем? Окей. Danke. вот это вот мне еще нравится. Ну, это как светильники, да, такие интересные. Wie viel kostet das? Die kostet 55. Вот такие светильники интересные, красивые. Как бы, да. Круто, да. О! Ah ja, dieser ist. Dieser kostet Die kostet 50. 50. О. Серф и молот можно дома, кстати, чтобы тень отбрасывала вот как раз на стене. Вот такие вещи интересны, это реально стоит посмотреть. Ja, das ist wirklich Но это круто. Так, 2 евро уже потрачено на что? Ничего. И для чего это? ГДР сайт. Это для коллекции. Он первый в коллекции. Так, там мы были. Все, пошли, короче, забирать камеры, я считаю. Design 25. Zusammenzahlen. Ja. Boah, kann ich das so lassen? Ja, dann. Ich weiß jetzt nicht, wie es drin kommt. Ja, dann probieren. Und Polaroid auch. Ja. 25. Jo, danke. Данке. Надо было за 20 забирать. Ну, потому что я Он очень подошел, быстро забил. он чик 25, да, и... Ну, он сам предложил 25, он забыл, видно, было сказать, давайте за 20. Это я что-то... Домой? Ну, идем дальше гулять, то есть? Ну, да. Чайник ты себе взяла, камеру мы взяли. А? За 2 евро. Ну, мы камеру за 25 забрали. Могли за 20. Ну, и так неплохо. Так, ладно, сдаем талоны и идем. Чус! Tschüss. Так, ну что ты скажешь? Кстати, не зря сходили все-таки, видишь, потратили 2 евро, ну, за вход и 20... Так, в итоге мы 30 евро потратили. 29, точнее. 25 за фотоаппараты. Ну, я не знаю, как они функционируют или нет, но мы берем ради декора, чтобы это стояло вот там на стене, ну, на полочке, это было красиво. Мы не берем это ради перепродажи. Жена свои самовары, вот, ГДР сайт. только я не знаю, где ты их будешь, куда ставить и... Ну, я куплю буфет. О, мы еще купим буфет, неплохо, да? Так а что, мы буфет здесь сразу не посмотрели тоже? Так, ладно, что мы пойдем кружочек по городу сделаем, да? Насчет лох-маркета, фломаркета. Да, интересно походить, побродить, что-то интересное, но тут надо понимать, что ты хочешь купить. И вот разбираться, очень много старинных каких-то монет, значков. Наверное, что-то из них и стоит хороших денег. Но если ты понимаешь, что-то пытаются тебе продать, как и типа состаренное, но это как эти ведерки там были, я смотрю, ценник снят, это вот на Амазоне продается под состаренные вещи, типа они новые из Китая. Так что, ну, все равно такое развлечение небольшое семейное. Ох, как ты его нежно несешь. Пальто не вымочь, он все грязное. Ладно, идем дальше гулять. Так, мы еще зашли детям по булочке взяли. С вами, наверное, будем прощаться. Спасибо за то, что были на этих выходных с нами. Прогулялись, посетили фломаркт. Про то, что нам насчитали 990 евро еще сверху. Что вам еще сказать? Впереди трудовые будни. Вам их всех удачных, легко перенести, так же, как и нам. Ну и встретимся в следующем семейном влоге. Да? Да, мы сейчас идем кушать, смотреть Веном 2 и проводить спокойно дома в воскресенье. Все, всем пока. Пока. Марк, скажешь пока? Марк недовольный, потому что булку сказали, поешь после того, как съешь омлет.